Всем привет! В сегодняшнем видео мы поговорим об основах криптовалюты и блокчейн. Я постараюсь на пальцах объяснить, что такое блокчейн и в чем его основная суть. В предыдущем видео я объяснял, что такое биткоин ETF, используя различные картинки, вставки, примеры, чтобы сделать материал более понятным. На этот раз я тоже буду использовать такой подход, потому что тот раз вам понравилось. Но не забывайте критиковать, чтобы контент становился лучше с каждым разом. Итак, как вы все знаете, блокчейн — это комбинация двух понятий — блок и чейн. Блок — это обычные блоки, а слово chain переводится как цепочка, то есть цепочка блоков. Цепочка блоков соединяется друг с другом, и именно так работает блокчейн. Для понимания представьте себе обычную базу данных, которую вы используете в повседневной жизни. Например, если вы зайдете в свой Сбербанк и увидите последние транзакции, то теоретически эту историю можно изменить или отменить задним числом, потому что есть сервер. Это и есть обычная база данных. Блокчейн же это нечто другое. Это как книжка, в которой все записи и транзакции фиксируются в определенных блоках, то есть записывается в этом же записной книжке. И главное отличие блокчейна в том, что он максимально прозрачен. Если в Сбербанке транзакции видны только вам и, возможно, создателю этого банка, то в блокчейне эти транзакции видны всем, кто имеет доступ к этой сети. Таким образом, можно увидеть, как и сколько биткоина было отправлено, к примеру, год назад, или даже создатель вот этого блокчейна Сатоши Накамото. Сатоши Накамото — это создатель биткоина, и сколько у него было на кошельке. Мы можем узнать, сколько биткоинов было у него, и даже увидеть, кому он отправлял и сколько. Эта информация доступна публично всем, и его может посмотреть любой человек. Блокчейн — это обычная база данных, но с максимальной прозрачностью в интернете. И возникает закономерный вопрос, откуда деньги и что за графики, которые мы каждый день видим в своих телефонах. Этот вопрос хороший, но мы подойдем к нему постепенно. Оглянемся назад, начнем, допустим, в 2009 году, когда неизвестный разработчик Сатоши Накамото создал систему, в которой один адрес отправляет биткоины другому. Это был первый принцип работы биткоинов, но с истечением времени эта система уже поменялась, если мы смотрим прямо сейчас. И блокчейн — это способ, получается, фиксации информации в реестре данных. На основе этого принципа был создан Ethereum. Отличие его от биткоина в том, что он не просто позволяет отправлять деньги с одного адреса на другой, но и использует смарт-контракты. Что такое смарт-контракт? Это умный контракт, который решает проблемы взаимодействия между инвестором и создателем проекта. Представьте ситуацию. У создателя какого-то цифрового проекта есть идея, и ему нужно финансирование, как в краудфандинговых компаниях обычных. Инвестор может пообещать предоставить деньги, но кто будет гарантировать, что проект будет реализован, что инвестор не потеряет свои деньги? Смарт-контракт решает эту проблему. Он прописывает все условия, которые обязаны обе стороны. Например, вы инвестируете $1000 в проект, и взамен вы будете получать 1000 токенов этого проекта. Если проект будет успешным, вы сможете продать эти токены позднее, и когда их стоимость вырастает, соответственно, ваши деньги тоже увеличиваются. Это и есть основа смарт-контрактов. Таким образом, смарт-контракты обеспечивают безопасность и прозрачность сделок. Это позволило развиваться рынку криптовалют. Когда эфириум стал популярным, появились множество разных других проектов, использующих блокчейн. Но с ростом популярности сети началась уже нагрузка на сеть блокчейна, и комиссии за транзакции начали увеличиваться. В 2020 году комиссия за одну транзакцию в эфириуме достигала 80 или даже до $100. Это приводило к абсурдным ситуациям, когда комиссия могла быть больше, чем сама покупка. То есть я, когда покупал NFT за $20, оплачивал комиссию $100. И чтобы решить эту проблему, были разработаны решения второго уровня, именно для эфириума, такие как
Avalanche, Optimism, либо Arbitrum. Эти решения помогают снизить комиссии, и теперь мы видим, что конкуренция между блокчейнами продолжает расти. Задача этого видео была объяснить на пальцах, что такое блокчейн и в чем его суть. История блокчейна на этом не заканчивается. Если вам интересно, я могу продолжить уже в следующем видео. Напишите свои пожелания, критику, они приветствуются, это поможет сделать контент лучше. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делайте репосты, чтобы помочь распространить правильный контент. Всем пока!